Врановые птицы такие умные благодаря своему долгому детству. Мы тратим много времени на то, чтобы учиться, пробовать и открывать, то есть долгое детство является ключевым элементом в развитии когнитивных навыков у людей. По-видимому, это связывает нас с врановыми птицами, расширенная фаза детства которых, с родительской заботой, способствует обучению сложным навыкам. Люди довели эту способность до крайности, но отсроченное взросление существует и у других высокоразвитых видов животных. Длительное детство имеет глубокие последствия для способности к обучению и интеллекту. Возможности учиться возникают из взаимодействия расширенного детства и расширенной семейной жизни. Эти обстоятельства делают возможным развитие в безопасной среде с доступом к возможностям обучения. Данная концепция может предложить решающие преимущества для живых существ, долгое детство и родительская забота между поколениями побуждают молодых животных приобретать сложные навыки и использовать жизненно важные пищевые ресурсы. Принцип постоянного нахождения птенца в поле зрения своих родителей особенно очевиден у некоторых высокоразвитых млекопитающих, таких как приматы, слоны или дельфины. Исследование, проведенное Международной исследовательской группой в 2020 году, теперь ясно показывает, что эту концепцию можно найти и у птиц, а именно у врановых птиц. Некоторые представители этой группы, насчитывающие около 120 видов, известны своим высоким уровнем интеллекта, сложным социальным поведением и длительной родительской заботой. Команда ученых изучила эту особенность врановых птиц, в сравнении с другими певчими птицами. В исследовании с помощью филогенетического анализа и оценки данных, они ясно дали понять, что у врановых птиц очень большой мозг по сравнению с размером их тела. Их птенцы также проходят сравнительно долгий период развития, как в гнезде, так и после того, как они его покинули. Исследователи детально изучили результаты многолетних полевых наблюдений кукши в Швеции и новокаледонских воронов в Новой Каледонии. Основное внимание было уделено данным наблюдений, которые показывают, как обучение молодых птиц связано с родительской заботой и дальнейшим выживанием. Как сообщают исследователи, бедствия происходят в семейных группах, в которые входят размножающаяся пара и их молодняк. Они могут оставаться в семейной группе до 4 лет, прежде чем начнут размножаться. Как сообщают ученые, эксперименты показывают, что продолжительность пребывания с родителями связана со способностями молодых птиц, которые остаются со своими родителями в течение сравнительно долгого времени, и могут быстрее идентифицировать хищников или найти скрытую пищу. Согласно данным наблюдений, ученые объясняют это тем, что молодые птицы могли долго учиться у своих родителей. Как сообщают исследователи, по-видимому, это также окупается в долгосрочной перспективе для несчастных кукш. Пребывание в семье связано с долгой жизнью и увеличением репродуктивной способности. Во время изучения новокаледонских воронов в Новой Каледонии, акцент был сделан на известной способности этих умных птиц. Ученые исследовали, как молодые животные учатся изготавливать инструменты, с помощью которых они могут ловить личинок из углублений в растениях. Это их навык выживания. Наблюдения подтверждают важность долгого детства для приобретения этой способности. Молодым животным нужен 1 год, чтобы освоить сложный процесс, и в это время их кормят родители. Молодые птицы этого вида,
могут оставаться с родителями до 3 лет. Как видно из многолетних наблюдений, они также чрезвычайно терпимы к своим детенышам. Пока родители используют инструмент, они позволяют своим молодым птенцам внимательно следить и даже терпеть кражу инструментов. По словам ученых, параллели между людьми и врановыми породами показывают, что долгое детство является основной концепцией развития когнитивных навыков, которые, по-видимому, развивались независимо друг от друга несколько раз в процессе эволюции. Люди, так же как и врановые, проводят свою юность, приобретая важные навыки в окружении взрослых, которые терпят и поддерживают длительный процесс их обучения. Кроме того, врановые люди имеют возможность учиться всю жизнь. Это гибкий тип интеллекта, который позволяет людям адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Если вам понравился этот рассказ, прошу поставить лайк или дизлайк. Если не понравился, благодарю вас за внимание.